Господа, здравствуйте! То же место и практически то же время. От момента съемок мы забыли тебя в прошлый раз представить, извините. Это Константин на самом деле. Константин и Константин. Привет, очень удобно. То есть, если пишешь, что Костян мудак, Это хорошо, неизвестно кому еще будем это говорить, прилетело. что это не мне или не тебе, да. Таким образом, третьего Константина здесь нет? Ну да. Нету, да? Нет, ну сейчас нет пока, но может подойти. Ну значит, это все про него. Все точно. Это мы с тобой решили. Так, далее. Нам от тебя сегодня что нужно? Небольшая отчетность. Мы последний раз у тебя снимали 10 дней назад. Примерно. Ну, можем ошибаться чуть-чуть, незначительно. Значит, Ну, за неделя это плюс, время мы неделя уже плюс, изменения увидели. Это однозначно, даже на глаз. Они не такие большие, как хотелось бы, я тебе честно сразу хочу Ну, сказать. тут надо все снимать, чтобы было видно. Да, но сейчас ты, наверное, нам объяснишь Да, то, чего давай. не видно, и то, что не было снято. Давай. Значит, в очередной раз перестройка автомобиля. Можно обратить внимание на донорский автомобиль. С донора ушла левая передняя стойка крыши. Вот она. Она у тебя в руке. Да, это та, Нет, что... это старая с этой машины. С этой машины, да, а та, что стоит уже здесь. Суть какая? В общем, эта стоечка, можно посмотреть, она вся винтом. На камере вряд ли это будет видно, глазом это ощущается. Ну, вот сам посмотри. Да, это понятно, что у нее плоскости привалочные, они как бы вот Суть в чем? не Поскольку совпадают. автомобиль Да, был... кстати, это капец как видно. Это капец какая кривая. То есть здесь она стоит вот так, Да, здесь да. вот так. Да. То есть есть она она вся вот. винтом, Ага. она в двух плоскостях и еще наклонена. Почему? То есть причина следующая. То есть машина, помимо того, что в жопу была бита, она была бита еще и в передок. И делалась эта стоечка, причем не Ларштейнер гаражом, не Сережей, я на тебя не клепаю, если что. Это делалось другими колхозниками в советские времена. То есть что было, из того и слепили. Гаражный ремонт, проще говоря. Ну, скорее всего, да, сервисов-то толком не было. И слепили они очень странно ее. То есть мы как бы первую часть, когда строили автомобиль по низу, да, взяли с той машины кусочек, вот эту часть, да. Когда стали уже все достраивать, поняли, что с морды переваливали раму, переваливали брызговики, сделали усиление. Все, она у нас уже срастается по всем размерам, по длине, по диагональкам, все должно биться. И пришли к тому, что у нас отсутствуют зазоры по этой стойке конкретно. То есть по наружке у нас все выстроено, а внутри, внутренняя часть, чтобы Костя, когда сел вовнутрь, он меня не поливал грязью, как это... Ну, Зазор ты имеешь в виду с лобашом или с дверью? с дверью по стойке, по стойке. То есть если мы будем ставить уплотнители, что скорее всего придется делать, то у нас по водительской стороне уплотнитель станет крайне плотно, а по пассажирской стороне у нас там будет шире маминой. Соответственно, нам надо поймать среднее значение, при котором и право и лево не будет бесить, мягко говоря. Так, это раз. В связи с этим вы, соответственно, приложили лобаш, чтобы Да. уже понимать, как он там будет также Все прилегать к четенько этой встало, стойке. да. То есть у нас образец это твоя сторона, правая пассажирская, как бы изобретение, как это, изготовление левая сторона, да, то есть переделка. То есть по левой стороне ровно так же встала, как по правой. Все, лобаш лежит ровненько. Стоит все, стойка ровная. Да. Теперь здесь мы вот как-то более-менее Да, наладились. нам пришлось всю крышу вот сюда вот давануть на меня, то есть давануть ее и в этой плоскости, и в этой плоскости, да, у нас чуть-чуть сейчас гуляли зазоры, ну, проигрались, и надо будет сейчас опять по новой все подгонять, чтобы было чики-чики. Так, я смотрю, накинуто крыло и капот, выставлялись зазоры, и капот, как я понимаю, накинулся чуть ли не впервые с... Вообще, как она здесь Нет, стоит. я бы сказал, что это, наверное, раз 100-й или 200-й, когда он Так. накинут, реально. Но Поскольку сейчас у нас все, вот эта часть передняя четверть, она срослась у нас, по лобашу у нас все срослось, по дверям у нас все срослось, есть вариант уже подгонять капот, ибо капот с этой стороны тоже был весь замятый. Соответственно, его и тоже... один, и второй, и тот, который два стоят. Про эти забыли вообще. То есть с этими совсем все плохо. То есть радиус с правой стороны перехода с капота на крыло, он заводской. Вот это да, имеешь в виду? Да, именно вот это место, да. Ага, он так. заводской такой, какой должен быть. А с этой стороны, видать, прилетело что-то сюда, прям вдоль. Так. И у нас получается такая, оп, Они просто скосили прямо, типа? нет, оп, оп. Ага, я понял. Да, то есть ступенька вышла. И нам нужно сейчас изобрести, собственно, изобразить именно такую же плоскость по этой стороне. Поэтому она вся выбита, так по сути. Да, у то вас. есть мы его сейчас выстучили. выправили, да, разметили, как оно должно идти. Все равно ребро. наварили, я смотрю. Конечно, Потому потому что оно и туда было замято. Все верно. Бортик был вообще весь загубленный, и здесь была шпакля в свое время. Ну, до нас. Естественно, у нас задача минимум шпакли, максимум металла. То есть, сделать из металла. Соответственно, мы сейчас ловим геометрию капота под крыло и под капот, чтобы у нас была симметричная картинка с двух сторон. Благо, у нас по правой все цело. И что-то еще внутри делалось. Да, естественно, были сделаны закладные. Давай Погоди. уберем все лишнее. Так.
Значит, по внутрянке пришлось переваривать раму, брызговик, ну, можно сказать, лонжерон и верхний брызговик. Почему? Потому что у нас балка стояла под углом. То есть погоди, вы этот угол на двигали 1,5 сантиметра сюда, типа? Нет, потерян. Он был вот туда. назад, его Да, пришлось то есть вытянуть. от ДТП, да, в первый раз, видать, кто-то неправильно приварил. Второй, кто неправильно приварил, это был Варштайнер гараж. Ага. Третий раз мы уже постарались это сделать в конце концов правильно и выставить балку так, как это должно быть Вот перпендикулярно. это именно передок. Да, То весь есть ты передок хочешь сказать, что весь прям вся, весь, ну подрамник, это не подрамник, это балка, она стояла под углом, Под углом. не перпендикулярно оси продольной. не перпендикулярно. У нас правое переднее колесо было на 1,5 сантиметра ближе к морде, нежели переднее левое колесо. То есть у нас колеса стояли, получается, Я понял, вот да, так. да. Соответственно, мы выровняли все так, как оно должно быть по уму, наварили 1,5 сантиметра, сделали усиление, сделали новые закладные подкрылья, поскольку они тоже были просраны. И здесь вот, если посмотреть внимательно, ну, надо откручивать крыло, Ну да, можем сделать монтаж, в принципе. можем. Вот, надо снимать крыло, сейчас мы его подснимем, покажу. Сделали новые закладные, поскольку, чтобы поставить капот так, как он должен стоять, нам пришлось вернуться к старым дыркам заводским, к отверстиям, да, дырки в жопе, Так, к отверстиям. Потому что предыдущие отверстия подкрепления капота и петли, они были насверлены заново. просверлены заново мимо на 1,5 сантиметра все три. А, и никого не смутило, зачем мы сверлим новые дырки? Никого не смутило. Что они не подходят к старым? При этом старые закладные были на месте. То есть вот к старым Я брызговикам... понял. Просто повесили еще рядом. Да, к донорским брызговикам приварены условно заводские донорские закладные, в которые должна была встать петля. Она, по сути, и должна была быть мерилом, от которого надо было стрелять. И мы в итоге сейчас пришли обратно к заводу, Мы и у нас пришли к все прям заводу. заводских закладных в заводской геометрии. Да, ну как бы Космос какой. старые закладные, которые они пересверлили, переломали, потому что крыло не садилось, нам пришлось заново отломать, естественно, и заварить Приварить уже новые для того, чтобы крыло вставало по всей плоскости, то есть не на 2 болта, а на все. Это прекрасно. Итогом получается, что в этой серии показали последнюю, наверное, крупную затычку. Ну, по крайней мере, так сегодня на этот момент нам кажется. То есть передняя балка выправлена, все зазоры выставлены. Но зазоры, кстати, не выставлены. Выставлено все железо, глобально лабаш встает на место, потому что он не вставал на место с самого начала. Я еще в прошлой серии вам про это рассказывал. Далее берется ключ, который служит неким щупом по зазорам. И по этому ключу выставляются зазоры. То есть он должен нормально зайти, по идее, вот сюда, но пока, как вы видите, еще не очень. Он должен заходить вот сюда, и все это везде должно по ключу вот так, по идее, выставиться. В ближайшее время, ну, сейчас, если накидывается обратно переднее крыло, поскольку вся геометрия вроде как уже у нас совпала, да, все, по идее, столбы стоят на нужных местах, подрамников нет, здесь все время я на свой новый манер. Балки стоят на своих местах, получается, в нужном положении, в точках. У нас двери, все стойки на своих местах. Далее, получается, выставляются окончательно все зазоры, то есть по крыло капот, дверь капот, багажник. И после этого это можно начинать еще раз пескоструить уже окончательно, потому что на днище еще не до конца все отпесочено изнутри, в салоне есть какой-то вариант. Дальше покрывать это цинком и уже дальше красить, получается, и, ну, грунтовать, вернее, сначала. Еще раз на стапель промерить, чтобы понять, что у нас не получилось. Ну, смотрим с нетерпением в 2021, видимо. Уже тогда надеемся на лучшее. Когда просто на видео, понимаете, есть такая фишка, как отношение к 21-й Волге. Если вы на видео скажете, что 21-й Волги с завода все кривые, зазоры, все разное, вас обоссут. Просто. Потому что это же 21-я Волга, она божественна. Но найдите заводскую Волгу где-нибудь в музее на реставрации и посмотрите внимательно у нее зазоры. Она собрана, если это не какая-то спецпартия для кого-то там, они все... Обычные, которые товарная 21-я Волга, она кривущая. У нее нету даже геометрии. И там, ну, развал толком не выставить. Резину жрет всегда, потому что с завода оно все вот полувинтом, к сожалению. Но никогда говорить этого на видео нельзя. Мы, соответственно, говорить этого тоже не будем. Мы просто читали про это в интернете. Не иначе. Нам об этом рассказывали. Да, потому что качество госзнака и авторитет этого госзнака, он непоколебим был ни тогда, ни сейчас. Да. Но мы сделаем чуть по-своему, не лучше. Лучше уже не получится, По-другому. потому что раньше было лучше. Мы сделаем по-другому, по-своему, так, как нам нравится. Да, это колхоз.
Это, нет, называется Но потом взять... кастом, тюнинг и детейлинг. Да, но потом в конце взять, понимаешь, за крыло и обратным молотком вот так ударить, чтобы все вот это встало Встало как в по завод. заводу, да. Это вообще никогда не проблема на самом деле. Но это будет уже в следующих сериях. А пока мы удаляемся, видимо, до конца декабря, где на излете года у нас будет Волга в состоянии, покрытая цинком, отпесоченная окончательно, в тот момент, когда она станет на стапель. И когда мы ее промеряем и скажем, что аминь, Аминь, все сразу. проект закрыт, да. Здорово поотдохнули предыдущий год. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Огромной им всем удачи и пока.